Всем привет, меня зовут Ируша. Это продолжение к моему видео, которое записывала несколько дней назад. Там я говорила о том, что молодые люди, мужчины сейчас слабые, не подходят знакомиться, чего-то боятся, а девушки наоборот проявляют активность, и эмансипация цветет пышным цветом. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Я в этом видео продолжу говорить на эту тему. У меня еще остались мысли, их немало. Также я отвечу на какие-то комментарии, которые мне писали. Их, кстати, было тоже немало, и в основном это были мужчины. Ну что говорить, тема горячая, тема острая, интересная, и я себе задаю вопрос: вот если бы я была мужчиной, который идет к своей цели, чего-то достигает, зарабатывает, тратит очень много энергии, да, может, преодолевает какой-то непростой путь жизни, еще что-то, и тут на горизонте появляется с оленячьими глазами прекрасная незнакомка. Я с ней знакомлюсь, и потом я ей верю, и потом она берет все, и я, извиняюсь за это слово, просто отжимает у меня все, что я заработал. И вот такие истории, они всегда меня очень удивляли. Почему женщины, девушки решили, что им все должны просто за то, что она родилась в женском обличии? Она может ничего сама не делать, никак не развиваться, ну не работать уж тем более, какая работа для такой прекрасной Золушки. Да, и, как правило, именно такие какие-то там схемы разрабатывают, чтобы там, например, поскорее родить от него, чтобы там на алименты жить. Ну, в общем, у меня всегда просто волосы дыбом вставали от таких историй. И здесь, конечно, все нужно с разных сторон смотреть. Все-таки хочу вернуться к теме знакомства, да, и ну, сейчас, во-первых, абсолютно спокойно на первом свидании у девушки спросить, сколько молодой человек зарабатывает. И если даже, например, там, я слушала какую-то студентку, к ней подошли, говорит: ну вот сколько твой молодой человек должен зарабатывать? Она говорит: ну не меньше 300 К, как сейчас модно К, да, тысяч. Я думаю, а ты что вообще, что ты себе еще представляешь, что ты там, если меньше, то я даже вообще с ним разговаривать не буду. И когда молодые люди тоже говорят: вот, я перестал знакомиться, да вот, сейчас, конечно, мир потребления, девушки просто настолько потребительски относятся. Я согласна полностью, я здесь на стороне мужчин. В большинстве своем, там, например, на сайте знакомств девушка пишет: оплати мне сотовую связь, там, 1000 рублей, иначе вообще с тобой разговаривать не будет. То есть еще и манипуляции, чтобы она вообще с ним поговорила. Ну это вообще просто никуда не годится. Еще вот этот Инстаграм, который транслирует такую вот роскошную жизнь, девушки просто многие не понимают, что это постановка, да, чем богаче фотографии в Инстаграме, тем, ну, 100% это просто постановка, то, что взяли в аренду, там, Роллс-Ройсы, букеты вот такие вот там вот, да, потом это все просто сдается и все, для продвижения своего канала или еще что-то. И девушки в это верят и думают, что достаточно просто какой-то миловидной внешности или фигуры, и тогда у них все будет, или вообще сейчас просто себя в открытую продают. На самом деле, вот так вот послушать тоже мужчин, как будто вот прям все у нас, знаете, через один с олигархами живут. Да и нет! У нас очень многие девушки, которым достаточно просто каких-то минимального набора от мужчины, защиты, заботы, чтобы он там, ну, верным был и так далее, да, какие-то вот просто, а так вот послушать, прям все трепетные лани такие, чтобы к ним подходили, они в кустах будут сидеть и на чашечку кофе их звать. Или там кто-то мне написал по поводу запросов, что да пусть она себя покажет, да, тут должно быть и как она и убирается, как она и готовит. Слушайте, ну это вам вообще кухарка нужна, уборка, но только за это деньги нужно платить. Он хочет все это бесплатно, но только для того, чтобы вы покушали вкусно в ресторане, вы за это заплатите. Клининг денег стоит. Не нужно об этом, да, забывать. А тут мужчины некоторые хотят бесплатно все получить и ножки на диване свесить. Поэтому тоже очень интересные истории происходят. Нужно все, ну, в равной степени сравнивать. Что, ну, давайте так честно говорить, да, ну, девушки являются несколько меркантильной в хорошем смысле этого слова. Потому что девушка, она будущая мама. И будущая мама
она должна думать о том, что будет с ее детенышем. А мужчины в нашей стране очень многие изменяют, уходят и так далее. Да, эти крошечные алименты, на которые некоторые женщины вообще даже не подают, потому что это просто там смешно или вызовет просто там огромное количество проблем потом и с выездом там за границу и так далее. Да, поэтому, конечно, девушка не может встречаться там или жить с кем попало, который, извините, там 33 копейки получает и так далее. Все равно, если вы хотите познакомиться с достойной, хорошей девушкой, образованной, умной, которой там много разных интересов, так она вкладывается в себя, она на все это нужны деньги, ухоженные в том числе, на это тоже нужны деньги. Соответственно, она не будет встречаться с тем, кто, извините, там в 40 лет получает 33 копейки. Потому что если в 40 лет получает человек 33 копейки, разные бывают случаи. Я разговаривала с мужчиной, который был ресторатором, а в связи с этим ковидом у них все прикрыли, и он вынужден работать такси. Это другая история. Но когда мужчина, извините, к 40 годам не может вообще нормально заработать, так, конечно, он будет сидеть и говорить, что ему никакие незнакомства, ничего не нужно. Период ухаживаний нужен для того, чтобы потом вернуться, вот это красивое, не знаю, там на закате посидеть, на лошадках покататься, куда-то съездить, на лодке, еще я не знаю, все что угодно, да? Чтобы потом, когда уже ты живешь в быту долгое время, вернуться к этим моментам романтика, вот этим красивой вот этой истории, которая, может быть, не нужна мужчине, но нужна девушке, чтобы вот это осталось в памяти. Мужчины этого тоже некоторые не понимают, потому что мужчине не свойственно, есть, конечно, романтичные натуры, но в большинстве своем мужчине не свойственно. В основном это делает девушка, романтики. Вот, поэтому они нужны, и, я не знаю, я бы не хотела, чтобы, знаете, а как вы вот хотите, мужчина? Вы хотите просто встретиться с девушкой, и как? Чтобы она просто никаких обязательств, правильно, так хотите? Ничего не надо не вкладывать, не показывать, что вы успешный мужчина и так далее. То есть просто девушка должна вам отдаваться. А как без периода ухаживания? Я просто не очень понять могу. Вот это очень интересная история. Период ухаживания обязательно должен быть. Но, опять же, можно найти нормальную девушку, а не ту, которая будет вас просто обдирать как липку. Здесь нужно понимать, да, как складывается все-таки знакомство. Стоит ли подходить или не стоит. Во-первых, я не очень понимаю, почему у нас так боятся парни знакомиться. Вот просто на начальном этапе. Конечно, я понимаю, что потом, опять же, нужны ухаживания, ты в это вкладываешься, деньги тратишь, и вот ты получаешь ничто, мыльный пузырь, да, еще потом остаешься ни с чем. Но на начальном этапе просто подойти, когда тебе понравилась девушка, она же тебя даже не знает. Отказала тебе, а что такого? Это вот как ты пришел, какая-то вакансия была, ты пришел, тебе работодатель сказал, вы нам не подходите. И что? Вам я не подхожу, а другому я подхожу. Если у вас проблемы с знакомством с девушкой, там, не знаю, потренируйтесь с другими девушками. Чем чаще вы будете знакомиться, тем больше у вас будет в этом уверенности. И потом, девушка, когда она видит первый раз в своей жизни молодого человека, она его не знает, естественно. Если для молодого человека или мужчины достаточно просто увидеть внешне девушку или какую-то фигуру, оценить ее там за 3 секунды или какую-то почувствовать сексуальность, этого достаточно, то для девушки это вообще недостаточно. Я, например, по себе могу сказать, я не хочу просто с каждым, кто со мной знакомится, тратить свое время, рассказывать свою жизнь, отвечать на какие-то вопросы. Я не хочу свою энергию на это тратить, если честно. Но если я увижу перед собой действительно, не знаю, искреннего, интересного молодого человека, который может просто что-то вот сказать такое нормальное, то в большинстве своем парни подходят, либо они неуверенные, либо они начинают какие-то пикаперские штучки говорить. Вот там натаскивают на ютубе, вот тоже есть блогеры, да, там по 1 миллиону просмотров.
ты там скажи ей это малышка, или там будь оригинальным, или что. Да будьте вы естественным просто. Относитесь к тому, что девушка вам отказала, просто, ну отказала и отказала, что такого-то? В этом ничего такого нету. Но, тем не менее, я не считаю, что девушка должна сама знакомиться. Вот ответьте себе на вопрос сами. Я не досказала, сейчас скажу, перескакиваю с мысли на мысли, да, и вот, например, подойдет ко мне среднестатистический какой-нибудь со средней внешностью молодой человек, или даже, может быть, ниже, неухоженный какой-то, или вот не спортивный, или еще что-то. Да я вообще активно спортом занимаюсь, я хочу видеть с собой активного тоже парня и спортивного, ухаживающего за собой хотя бы минимально. Или подойдет, например, красавец. Ну, конечно, я выберу красавца. Это к вопросу о том, что тоже нужно работать над собой. Парни тоже такие интересные, ну, либо говорят какую-то чушь, либо подходят и не знают, что сказать, там с ноги на ногу перенимается. Нужна уверенность, девушка должна чувствовать эту уверенность какую-то. Да? Это на первом этапе. Если, например, брать внешность, и, конечно же, если девушка увидит в парне какой-то интеллект, то в основном девушка отдаст предпочтение интеллекту молодого человека, а не внешности вообще ни разу. И заметили, чем бывает внешне вообще неинтересный молодой человек или мужчина, тем он более, например, может быть успешен в работе, тем он более каким-то предприимчивым, да, умным, потому что это не его конек внешность. Он понимает, что он будет чем-то другим брать девушек, и развивается. Вообще, если бы мне сейчас было бы 25 лет, я была бы парнем, да, молодым. Ну, я бы сделала бы так, чтобы вот изначально я стала прочно на ноги, я бы занималась карьерой, своей работой, и тогда девушки действительно сами как-то притянулись бы. Ну, легко бы получилось знакомство. Может быть, я бы все-таки, как человек сильный, я бы хотела сама выбрать себе человека, который мне нравится, а не то, что меня там за грудки взяли и потащили в пещеру и сказали: так, сейчас мне предложение сделать через 3 недели, а потом у нас 2 мальчика родится. Вот. И такие мужчины обычно лапки свешивают, или вот они потом с такими сильными женщинами, девушками, они часто в творческом поиске находятся. Я себя ищу еще. Тут детей кормить надо. Женщина там пропадает на работе с утра до ночи, а он весь такой трепетная лань лежит. Поэтому что еще хотела сказать по поводу фразы «бабы». Там пишут кто-то: бабы, бабы. Вы знаете, я смотрела блогера, который говорит все время «бабы». И он уже на протяжении 5 лет, у него очень плохие взаимоотношения с мамой, и, видимо, у него как-то психически это вот вылилось в то, что вот какой-то просто ненавистник женщин, и мне не нужны женщины, а сейчас сидит и уже взрослый мужчина и никак не может найти, уже готов на любую просто, практически. И вот поэтому вот это отношение к бабам. Я считаю, что это вообще унижительное какое-то вот слово «баба». Если вы будете как лодку назовешь, так она и поплывет. И как ты сказал, когда я работала еще, там мне предлагали халтуру, я поделилась, я говорю: да, мне тут халтуру предложили. Он говорит: никогда не говори слово «халтура», потому что чем чаще ты будешь произносить, тем чаще ты будешь на работе халтурить. И я действительно стала обращать внимание, что я стала халтурить на этих халтурах, потому что я постоянно произносила это слово. Если относиться нормальный мужчина никогда не будет относиться к бабе, как вот говорить к женщине как к бабе. Нормальный мужчина должен уважать женщину. И поверьте мне, если у вас будет внутри уважение к женщине, вы будете встречать таких женщин. Я знаю очень много случаев, которые вот, не встречают вот таких, которые готовы там просто полностью обчистить и оставить просто
мужчину ни с чем. Не нужно забывать, что у нас по-прежнему очень много достойных, красивых, ухоженных девушек, которые готовы просто быть с хорошим человеком. И таких историй очень много. А следующие мои видео будут на тему того, любовь или деньги, я ответила себе на этот вопрос, ну и вообще все, что касается отношений и так далее. Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч, пока!